Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваше внимание, за ваши лайки, подписки и комментарии. Спасибо вам за то, что вы со мной. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи «Сама себе психолог». Мои хорошие, там лежат убойные разборы про скрытое хамство, спасательство и ментальную бухгалтерию. Хватит гадать, почему все идет наперекосяк. Идите и возьмите готовые ответы. А тема сегодняшнего расклада под микроскопом. Кто же изучает каждый твой шаг и зачем, собственно, этому человеку твои секреты? Мы сегодня узнаем портрет этого наблюдателя. Кто он? Как он собирает данные? Соцсети, косвенные вопросы, общие контакты. Что именно он отслеживает? Вашу личную жизнь, ресурсы, эмоциональное ваше состояние. И зачем ему эта информация? Может быть, там поиск слабых мест, интерес какой-то, контроль, сравнение. Итак, начинаем. Первое у нас портрет этого самого наблюдателя. Кто он? Его роль в твоем окружении, степень доступа к информации. Ух ты. Кто он? Кто он, этот человек, который следит за вами? Под микроскопом. Все изучает. Кто этот человек? Так, ну давайте разберемся для начала. Это мужчина или женщина, да? Кто этот человек? Кто изучает вас под микроскопом? Ух ты, тут перевернутый, конечно, император. Ну ладно, мы не будем так это считывать. Посмотрим, кто это, мужчина или женщина? Кто изучает каждый твой шаг? Зачем ему секреты? Двойственность, ваши секреты, сила. А вот, вышла женщина у меня. Королева жезлов. Яркая, харизматичная, сильная сила. Вышла у меня карта. Женщина, которая умеет быть идейным вдохновителем. В принципе, знаете, загорается. Может, конечно, точно так же, как загорелась чем-то, идеей какой-то, да, захотелось ей эту идею воплотить, она может до половины довести это что-то, потом ей резко стало неинтересно, она это может забросить. Ну, как правило, такие люди, они харизматичные, яркие, привлекательные. Ну, тут еще почему-то двойственность. Сейчас я уточню, чего касается эта двойственность. Почему-то. Тут еще такой нюанс, знаете, эта женщина, она не может долго находиться, может быть, даже сама с собой. Ей нужно постоянно, может быть в окружении людей, толпы. Ну, то есть, даже как-то одиночество она как-то так может воспринимать. Ей скучно. Тут какая-то скука, башня. И в чем тут какой-то парадокс? Она на самом деле сильная, но ей нужна свита, ей нужна поддержка, ей нужно, может быть, блистать в этом обществе. Это даже не сколько о внешности, это в принципе о ее характере, о ее жизни. Вот. Она очень социальная, вот так вот мне подсветили. Так, еще какая-то женщина. Еще какой-то нюанс такой, знаете, эта женщина может быть разной. Тут дуальность, двойственность, опять такая. Она какая-то такая, я не могу сказать, что тут прям какая-то картинка, вот плохой человек или хороший человек. Так оно в жизни не бывает, да. И, как правило, смешанной краски, вот характеристика ее какая-то. Но тут вот на самом деле она может к вам проявляться тут заботой. Даже архетип такой заботливой мамочки. Это отношение вас? Нет. А как это?
Это больше даже иллюзии, мои хорошие, знаете. Тут она может делать красивые жесты, это все преподносится как, забота о вас, в том числе. На самом деле это иллюзия всего лишь. Угу, интересно. Это ее карта. Чему? Ну, давайте так. Тут несколько карт, говорящих о том, что сейчас у нее какой-то период такой не очень счастливый в жизни, что ли. Тут она, с одной стороны, может приходить типа на помощь, появляться там у вас на горизонте, когда вам не очень хорошо. Реально какую-то помощь окажет, но что ею движет, как вам сказать, истинные мотивы ее помощи. Скорее всего, это где-то желание вас где-то привязать даже к себе, может даже подчинить, сделать, так сказать, должное. Вот как-то так. Какие-то карты такие странные, честно говоря. Как будто бы она тут какие-то игры, манипуляции параллельно ведет. Пытается вот по этой даже карте шабаш. Вот она попала в какую-то тяжелую ситуацию. Она, да, затруднительную. Карта тупик. У нее не получается. Но она тут же ищет. Она сама жезловая. Часто так ведьмочки проигрываются. И она сразу же ищет каких-то товарищей, подружек, людей, которые могут ей чем-то помочь, единомышленников. Как бы сказать, она на месте не сидит. Такая она, как будто бы тут плохо ей, да, не знаю, что там какой-то период. Но тут же она как будто бы вот берет там в руки ситуацию, пытается управлять, ждет чего-то хорошего, карта эволюция, прикладывает силы, но потом опять как будто бы могут вот и палки в колеса, вот как-то так странно, вот нет у нее такого, как все ровно, гладко, как будто постоянно какой-то тут движ. И еще я вам хочу сказать, она тут даже может сорить деньгами, может даже, знаете, как в детстве, да, вот у нас с детства у многих идет, там ты приходишь, уже не знаю, в какую-то там группу, да, и даже если с тобой там кто-то мало, кто-то хочет дружить или общаться, мне просто так рассказывали, что так бывает иногда вот с детства, там, мне мужчина один рассказывал, да, допустим, с ним мало почему-то общались, и он там все свои игрушки давал, отдавал, дарил, лишь бы с ним общались больше. Вот и тут вот эта женщина, она может материально, как бы, знаете, вам сказать, как покупать эту любовь, это внимание, вот так вот даже. Я не знаю, вот какие-то тут такие у нее могут быть жесты широкие, там, угощать чем-то, но я в этом не вижу ничего плохого, но тут вот как-то вот женщина, тут мужчина разбрасывается этими деньгами, хотя на самом деле, как вам сказать, истинные мотивы опять этого всего, они странные. Это я не могу сказать, что прямо слишком от щедрой души, от какой-то, от чистоты этих проявлений. Нет, тут везде какой-то подтекст есть. Так, странные карты. Мне прям аж тяжело. Так, давайте. Это ваша подруга? Нет. Это ваша коллега по работе? Ух, стабильно. Вот стабильно вы с ней пересекаетесь. Карта якорь. Я даже не знаю, что тут дальше спросить. Тут коллега по работе у многих. Что еще про нее можно узнать? У многих проиграется женщина уже состоявшаяся, там, понятно, недвижимость, тут семья может быть, не факт по этим картам, что у нее тут все хорошо в семейной жизни, скорее наоборот, тут дыра может быть в личной жизни такая, поэтому отчасти она и на работе, вот может быть там вся такая в движе, и большую часть жизни старается проводить на работе, так как где-то компенсировать вот эту пустоту, которая у нее в личной жизни. Вот так вот. Не глупая, просто специфический какой-то такой у нее образ. Позиционирует себя, такая, умная, достойная, по карте княгиня, уважающая себя, ценная.
имеет... Для нее имеет огромное значение на самом деле род, семья, эти ценности. Другое дело, может быть, она там уже не в союзе, в разводе с кем-то. Или же вот как-то, ну, не ладится у нее. Вот. Я не удивлюсь, если она сама могла приложить руку к тому, чтобы, ну, брак, союз какой-то распался. Она может быть довольно-таки по карте воительница, как вам сказать, резкой. Ну, это не о принципах, это скорее о проявлениях. Хотя тут и эмоции, может быть, в союз входила, в брак, тут карта кольцо по любви, тут эмоции какие-то накрывали. А потом, вот будто бы, знаете, не то, что там у нее там планочка выше, но она стала более требовательной. Может быть, даже по карте воительница менее эмоциональная, а больше вот какой-то свой такой рациональный подход начала проявлять к жизни, к мужчине. Поэтому отчасти у меня так считывается, что сама могла разрушить свой, даже где-то союз. Ну вот так вот. Это коллега по работе у многих проиграется. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, эта женщина, как она собирает данные о вас? Соцсети. Да, в том числе. Потому как звезда это тоже соцсети, это больше информация на расстоянии. Косвенные какие-то вопросы. Кстати, ее интересует ваше у кого-то семейное положение, но больше интересует даже материальное. Насколько, может быть, вы, как вам сказать, нуждаетесь в деньгах, да. Даже в какие-то моменты можно ли вас заинтересовать чем-то, да, каким-то, может быть, там, заработком, уже не знаю, параллельно еще чем-то. Вот как-то так вот тут финансы ее интересуют. Так, вопросы, общие контакты. Скорее всего, вопросы также она задает общие контакты, какие-то у вас есть общие тут, ну, третьих лиц, через третьи лица. Но ту информацию, которую она получает, я не могу сказать, что она ей как-то особо может пригодиться. Вот как-то так. Скорее всего, тут такая ситуация, она хотела про вас узнать какие-то нюансы. Тут карта Луна и свинью подложили. Ну, типа, не то, что там для шантажа, ну, компроматики. В принципе, информацию у вас какую-то хотела собрать. Но как будто бы ту информацию, которую ей, может быть, там сообщали, особо ее как-то никуда не применишь. Или не применишь. В общем, вы поняли. Она не может этого все применить на практике пока. Опять-таки, спрашивая тут и соцсети, прямые вопросы тоже отчасти, но это больше каких-то ресурсов, каких-то, может быть, заработков, чего-то такого касается. Соцсети. Какой-то образ, тот, который вы создали, да, ей хотелось бы, знаете, как усомниться несколько в этом образе. Ей хотелось бы вот найти, ну опять какие-то подвохи вот в этом вашем образе. Косвенные вопросы задает, может, вам. Вы даже сами можете потом вспоминать какие-то такие странные вопросы, не напрямую, а как-то так. Общие контакты, да, может быть, через какую-то там женщину, тоже, опять-таки, какие-то косвенные вопросы, так как тут есть вот карты, говорящие третьи лица. И опять, это не напрямую, не конкретно, а вот как-то так вот, как-то издалека о вас, для того, чтобы какую-то картинку составить о вас таким. Ну, собственно, и правда, как будто какие-то секреты пытается узнать. Давайте посмотрим еще, что именно отслеживает эта женщина. Фокус внимания. Личная жизнь, ресурсы, эмоциональное состояние. Я там видела личная жизнь и финансы, вот ее тоже интересует. Скорее, ваш заработок. Насколько вы нуждаетесь, может быть, в деньгах даже. Ну, что-то такое. Давайте посмотрим. Фокус внимания. Что именно она отслеживает?
Ей очень интересно ваши планы. Тут первая карта же, переход на новый уровень. Если вы там где-то, может быть, заикались о том, что там, ну, может быть, я там буду менять род деятельности куда-то, может быть, в другую фирму какую-то буду переходить, там, или что-то такое, в шутку, не в шутку, то ей теперь очень интересно это все отслеживать, может быть, параллельно какие-то проводить она тут. Там что-то поспрашивала, тут поспрашивала, и вот параллели эти она анализирует и может быть считывать. Даже вот ваше место. Я не говорю, что она тут планирует на ваше место, но ну, что-то она тоже как будто бы пытается это держать под контролем как-то. Если вы действительно упорхнете и вы перестанете быть коллегами, да, вот именно тут, на этой работе, то вполне возможно, она тут это место ваше или сама будет как-то занимать, или она будет распределять там эти финансы как-то, которые там вы зарабатывали. Тут какой-то, понимаете, тут какой-то есть как будто бы отчасти меркантильный интерес. Вот так вот. Даже он не сколько меркантильный, он практичный. Вот так вот как-то. Так, при этом хочет узнать, насколько вы действительно сейчас вот там себя, как вы ощущаете. Тут карта баланса. Готовы ли вы этот прорыв какой-то совершать, уходить, менять свою жизнь. Вот это вот ее интересует. Опять-таки, что именно она отслеживает? Ваше состояние, ваши какие-то планы, я уже сказала, мечты даже. Она вас тут подозревает в двойных каких-то, ну не то что там стандартах, а вот как будто бы вы многое не договариваете, будто бы вы можете в последний момент ее там огорошить чем-то и выдать ей какую-то информацию, и поэтому она хочет быть заранее к ней как будто бы готовой даже к этой информации. Ну, не знаю, так. Как будто она подозревает, что вы много ей не досказываете. Причем она видит, что вы вроде бы и со всеми и открыты, и искренне по карте солнышко. Вроде бы даже она может на вас смотреть и думать, ну, она как ребенок, это на вас. Она может считать себя намного умнее, хитрее, практичнее, чем вы, но при этом, при всем, есть такой момент, она все равно понимает, что вы как будто что-то недорассказываете, не делитесь чем-то. Вот, какая-то тайна, утаиваете что-то. И вот даже отчасти из этого он боится, что вот эту какую-то вы там информацию, которую вы утаиваете, она потом может ей выйти боком. Вылезет боком. Ну, не знаю, паранойя, не паранойя с ее стороны уже. Вообще странный расклад, честно вам скажу. Это женщина такая, которая, ну, наверное, пытается контролировать много. Вряд ли это какая-то, знаете, коллега по работе, которая там, ну, как незначительное какое-то место она занимает. Тут или руководящая должность, или попытки все контролировать, и попытки все равно как бы ближе к начальству быть. Вот так вот мне идет. Так, вот это вот хочу узнать, что отслеживает. Девочки, ну вот одна и та же информация мне идет. Ей кажется, что вы опять-таки, вы какую-то двойную игру ведете. Может быть, думаешь, что вы там где-то уже отчасти там с конкурентами с какими-то налаживаете контакты, где-то там пытаетесь уже себе местечко теплое какое-то найти, лучшие условия. Вот. И при этом как игра какая-то ведется. И при этом она вас особо уличить в этом и не может. Вот тут вот такой вот нюанс. И во всем этом прослеживается, знаете, такое ощущение, вы хотите лучшего для себя, это нормально. И где-то ощущение такое, что вы не совсем себя чувствуете вот тут вот, где вы находитесь, в своей тарелке. Может быть, и она это считывает. Может быть, вы даже об этом говорили, что вы там то ли хотите улучшений там, условий труда или оплаты труда. Вот тут что-то такое. Вот. Но при этом... Повторюсь, вы как будто бы сейчас карта баланс, то ли ситуацию пустили на самотеки, вот как будет, так будет, вот на данный момент, то ли сейчас как взяли тайм-аут, да, паузу какую-то,
А ей вот все не имется, и кажется, что вот за вот этой паузой последуют какие-то изменения. Потом что-то может меняться. И она хотела бы быть готовой к этому, к этим изменениям. Ну, опять такой, как картинка, как будто бы то ли начальник, не начальник, но женщина, которая привыкла держать многое под контролем, быть ко всему готовой, управлять ситуацией. Зачем, собственно, ей эта информация? Контроль, сравнение, поиск слабых мест. Поиск слабых мест 100% тут. При этом вы для нее до конца непонятны, до конца не прочитанная книга «Белая ворона». Может быть, с другими, не знаю, там, девочками на работе ей и проще. Она знает слабые эти места, она знает какие-то нюансы, ей так проще управлять, держать все под контролем, да, опять-таки. С вами чуть-чуть сложнее тут вроде бы как. Опять-таки... интересно вы ей. Тут не насколько вы интересны, насколько ей хотелось бы обезопасить себя для того, чтобы, может быть, в один определенный момент вы, там, если конфронтация какая-то, если там у вас, я уже не знаю, битвы кланов на работе, да, ей просто хотелось бы обезопасить себя, и дабы вы были на ее стороне, по крайней мере, не против нее. Вот тут тоже так. Сравнивает, да, сравнивает, но вы разные абсолютно. Тут она может сравнивать, и, при этом четкое понимание того, что вы абсолютно разные. Скорее всего, у вас вот эти вот тоже какие-то тут игры, манипуляции, это вас вообще не прельщает, вам в этом не интересно. Еще, кстати, тут может завидовать вашему женскому счастью, где-то вашей привлекательности. Даже вашей энергетики и попыткам, тут даже попытки у вас отстоять право жить своей жизнью и быть такой, какая вы есть. Вот карта Муза и Белая Ворона. А она все как будто бы пытается вас в какие-то рамки, так знаете, как подтянуть, подтолкнуть. Для чего? Для того, чтобы удобнее вы были. Да. Ей удобнее было бы вас, может быть, так классифицировать, управлять даже где-то вами. Не знаю, о чем тут еще токсичный дом, принц. В чем, для чего это? Но я бы полностью, конечно, этой женщине не доверяла, так как, повторюсь, у нее свои планы, у нее тут своя какая-то жизнь, у нее достаточно много союзников. Вы, в ее тут, не знаю, как вам сказать, в картине мира, вы всего лишь пешка, которая пока стоит вроде бы не на пути у нее, да, но при этом она хотела бы узнать какие-то, может быть, нюансы о вас, для того, чтобы сделать вас более где-то уязвимой, понятной для себя, удобной для себя. Вот тут так идет. Тут еще такой нюанс, девочки, вы можете расслабиться с этой женщиной и воспринимать ее, как будто, действительно она хочет вам чего-то хорошего, да, заботиться чуть ли не о вас. И тут в один момент бабах, и такая как подстава. В один момент вы понимаете, может быть, какая информация, которой вы поделились, а она уже так перекручена и прилетает вам. Тут просто как предупреждение. То есть основное это поиск ваших слабых мест. Для чего? Для того, чтобы контролировать вас. Кто такой сегодня расклад был? Для меня он сложный, уже не знаю, такая личность многоликая какая-то.
с одной стороны, очень активная, с другой стороны, прям паранойя у нее, и она прям чуть ли не в каждом видит, не знаю, угрозу, врага, поэтому, может быть, вот это вот как проецирует на окружающих вот это все. Значит, отчасти тут поиск врага там, где его и нет, в помине. Ну, в вас она сомневается, честно, как-то так. И повышенный интерес к чужой жизни может быть связан с потребностью в контроле, вот тут это ярко выражено, сравнении или компенсации собственной неопределенности. Наблюдение становится способом снизить тревогу или восстановить ощущение значимости за счет анализа другого человека. Ну, тут анализирует вас это точно. При этом такая позиция часто исключает открытое взаимодействие, так как оно требует уязвимости и ясности намерений. Уж точно она не хочет вот эту ясность намерений своих никому давать, да? Раскрывать свои карты она не готова, она не хочет. Для того, на кого направлено это внимание, ключевым становится навык осознанного управления границами. То есть для вас это очень важно. Как в информационном поле, так и в личных контактах. То есть лишний раз информация о себе какой-то не давать, той, которой бы вы не хотели бы, чтобы она воспользовалась и потом ее как-то интерпретировала, перекручивала, и вам возвращалась эта искаженная информация, и для вас это же потом будет и угрозой. Если вы будете вот так вот экологично как-то проявляться, аккуратно в отношениях с ней, да, это позволяет сохранить автономию вам и не вовлекаться в чужую вот эту вот стратегию скрытого контроля. То есть где-то вы будете неуязвимы. Все, мои хорошие, спасибо большое за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.